Здравствуйте! Мы хотели бы представить вам новое народное, волонтерское, гуманитарное движение «Балтия». На территории Прибалтики открывается сеть пунктов сбора гуманитарной помощи для мирных жителей Донецкой и Луганской областей. Мы абсолютно не политическое движение. Мы за мир, мы за то, чтобы кончилась война. Мы за то, чтобы не убивали детей, женщин и стариков. Мы за то, чтобы можно было спасти раненых и накормить голодных, несчастных людей, оставшихся в зоне боевых действий. Мы за дружбу между всеми народами. Мы за независимость прибалтийских стран от влияния крупных мировых держав и организаций. Мы за стабильность внутри прибалтийских стран, чтобы все помнили, что прежде всего они люди, простой народ, а уже только потом отличаются друг от друга национальностью, вероисповеданием, цветом кожи и разрезом глаз. Мы за дружбу между всеми странами, городами, домами и семьями. Именно поэтому наше гуманитарное волонтерское движение «Балтия» будет оказывать помощь мирным людям, оказавшимся в беде. Наше видение – поддержать словом и делом всех людей, оказавшихся в беде. Наша миссия – обеспечение продовольствием, медицинскими препаратами и средствами первой необходимости части мирных людей, оказавшихся в зоне боевых действий. Всеми доступными способами призывать к прекращению военных действий и просить простых жителей Европы следовать нашему примеру. После прекращения войны помочь восстановить разрушенные города и деревни, чтобы мирные жители вернулись к себе домой и поскорее забыли все ужасы этой войны. Наши цели. Первое. Создать единый координационный центр по сбору гуманитарной помощи в Риге. Открыть один координационный филиал в Таллине и поручить ему сбор гуманитарной помощи на территории Эстонии. Открыть один координационный филиал в Вильнюсе и поручить ему сбор гуманитарной помощи на территории Литвы. Второе. В координационном центре и филиалах создать отделы логистики, которые будут заниматься вопросами доставки всех гуманитарных грузов на единый склад в Риге. На каждом пункте сбора гуманитарной помощи должен быть организован отдел приемки, который в соответствии с внутренними инструкциями должен гуманитарный груз принять, сфотографировать, занести данные в единую базу данных и упаковать для доставки грузов на единый склад в Риге. Третье. Организовать круглосуточную работу единого склада в Риге, а также создать на его территории отдел отправки, который будет формировать грузы и отправлять их на территорию Российской Федерации в соответствии со всеми нормативными актами. Четвертое. Организовать при едином координационном центре в Риге отдел контроля, который будет согласовывать доставку гуманитарной помощи с гуманитарным батальоном «Новороссия» в Ростове-на-Дону и получать обратную связь в виде видеоотчетов и фотографий, чтобы все видели, что каждый гуманитарный груз доходит по месту назначения в Донецкую и Луганские области. Задача. Первое. Заключать договора о сотрудничестве с любыми физическими и юридическими лицами, готовыми помогать нашему движению. Исключение составляют политические партии. Мы полностью народное, волонтерское движение, поэтому не дадим политикам зарабатывать политические очки на людской беде. Если хотите помочь, то как частные лица, без какой-либо рекламы, оказывайте помощь. Делайте добро и бросайте его в воду. Второе. При наличии свободного времени периодически давать интервью и пресс-конференции средствам массовой информации. После согласования вопросов с Министерством иностранных дел Новороссии, которому частично подчиняется наше народное гуманитарное волонтерское движение «Балтия». Третье. Постоянно призывать к прекращению войны и помогать в других странах Европы открывать пункты по сбору гуманитарной помощи, делиться опытом и обеспечивать связь с Министерством иностранных дел Новороссии.
Четвертое. Оказывать информационную поддержку жителям Прибалтики, у кого остались родственники в зоне боевых действий, и они не могут с ними связаться, когда отсутствует интернет и телефонная связь. Как видите, работать мы намерены очень серьезно, поэтому для каждого волонтера найдется работа по душе и профессии. Нас в Прибалтике всего несколько десятков человек. Работы будет очень много, поэтому не будьте равнодушными, нужен буквально каждый. И ваша волонтерская работа реально спасет чьи-то жизни. На данный момент в Таллине и Вильнюсе уже есть руководители филиалов. Под этим видео на YouTube есть все наши контакты в социальных сетях. Сегодня у нас было учредительное собрание гуманитарного волонтерского движения «Балтия». Есть соответствующие документы. Мы, ниже подписавшиеся, учреждаем гуманитарное волонтерское движение «Балтия» в соответствии с нашим видением и миссией для реализации наших целей и задач. Коллективным решением волонтеров назначаем на должности в нашем движении следующих людей. На должность руководителя Единого координационного центра в Риге назначить Букаина Станислава Сергеевича. На должность руководителя координационного филиала в Таллине назначить Андронову Людмилу Анатольевну. На должность руководителя координационного филиала в Вильнюсе назначить Долженко Александра Сергеевича. Благодарю за внимание.